Андрей шел по длинной аллее кладбища. В руках у него был огромный букет белых роз. Он шел в гости к своей жене. Сегодня Марине исполнилось бы 32 года. Уже 3 года, как он ходит отмечать день ее рождения на кладбище. Свернув с аллеи на узкую дорожку, он отправился вглубь кладбища. Вот и могилка. «Здравствуй, родная, сегодня у тебя день рождения. Я принес тебе букет твоих любимых белых роз». Выбросив из вазы старые цветы, Андрей с трудом вставил большой букет в вазу. Достал из коробочки тряпку и вытер памятник и саму оградку. Убрав все на место, Андрей сел на лавочку. Он долго смотрел на портрет на памятнике, и поневоле по щеке его покатилась слеза. Смахнув слезу, Андрей сказал: «Вот уже 3 года я живу без тебя, вернее, существую. Все вокруг потеряло свои краски и стало абсолютно серым. Мне некому раскрасить этот мир. Все краски ушли вместе с тобой. Каждый день я встаю и иду на работу, потом прихожу домой иногда очень поздно, чтобы как можно меньше оставаться одному в пустой квартире, а потом ложусь один в холодную пустую постель. Но я строго слежу за твоим любимым цветком. 2 дня назад он расцвел, это единственное яркое пятно в моей жизни». Андрей замолчал. В его голове пронеслись воспоминания. Был такой же теплый день. Он бежал домой, по дороге купив ее любимые цветы. Как мальчишка вбежал на 3-й этаж и позвонил в дверь. За дверью была тишина. Андрей достал из кармана ключи и только попытался вставить их в замок, как дверь открылась. Ничего не понимая, он вошел в квартиру. Позвав несколько раз Марину, в ответ была тишина. Сняв туфли, он пошел на кухню и замер. На полу лежала Марина. Из груди торчал нож, и струйка крови стекала на пол. Бросившись к ней, Андрей понял, что она мертва. Затем была полиция, допросы, показания. Страшные похороны. Опять показания в полиции и ничего. Вот уже 3 года тянется следствие, но никаких улик и подозреваемых. «Мариночка, родная моя, я должен найти того, кто это сделал, кто посмел отнять твою жизнь. Если бы ты могла мне помочь и сказать, кто к тебе приходил, хотя бы намекнуть». Вдруг что-то пронеслось над головой Андрея, пронеслась птица и уселась на памятник. Это был красивый черный ворон. Он сидел и смотрел на Андрея. «Красавец, что ты здесь делаешь? Зачем уселся на памятник?» Ворон взлетел, сделал круг и уселся на лавочку, на которой сидел Андрей. Смелый такой. И вдруг Андрей, повернув голову к портрету Марины, сказал: «Дорогая, ты прислала мне весточку. Только как эта шикарная птица сможет мне помочь. Хотя спасибо и за это. Значит, ты меня слышишь. Пока, дорогая, скоро я опять приду к тебе в гости». Встал, еще раз посмотрел на сидящего ворона и пошел обратно по дорожке, уходя все дальше от своей Марины. При выходе с кладбища он увидел, как ворон опять уселся на воротах кладбища и смотрел на него. Что-то непонятное происходило в душе Андрея при виде этой птицы. Прошла неделя. За это время Андрей видел ворона дважды. Он прилетал и сидел за окном, где стоял цветущий газон. В конце недели Андрей планировал поездку за город, должна была собраться вся родня на юбилей мамы. Даже двоюродный брат, которого не видели 3 года, обещал приехать. Рано утром в субботу Андрей побросал кое-какие вещи в сумку и пошел к машине. Подходя к машине, он увидел, что ворон сидит на капоте машины. «Привет, ты что здесь делаешь? Со мной поедешь или сам полетишь?» Ворон взмахнул крыльями и поднялся в небо. Приехав на дачу, Андрей увидел, что во дворе полно народа. Там были мамины сестры, брат отца, 2 сестры Андрея с семьями и брат Егор. С большим букетом цветов он отправился к дому и вдруг заметил, что на козырьке дома сидит ворон.
Мама вышла навстречу, его самая родная душа, которая пыталась всячески его поддержать. Он обнял ее и поцеловал, отдал цветы и подарок. Мама обняла и долго не отпускала сына, как будто чувствовала, как тяжело ее сыну. Потом вытерла предательскую слезу, сказала: «Сынок, я так рада, что ты приехал. Мы все тебя так ждали. Иди, поздоровайся со всеми». И не успела мама договорить, как из дома высыпала целая толпа и сестры, и племянники, и брат. «Как хорошо быть среди своих родных людей», — подумал Андрей. Женщины стали готовить и накрывать стол во дворе, а мужчины отправились готовить шашлык и рыбу. Рыбой занимался отец со своим братом, а шашлыком занимался Андрей и Егор. Каждая компания разговаривала о чем-то своем. Вдруг Андрей заметил, как стремительно летит какая-то птица прямо к ним. Он узнал ворона. Тот, подлетев к ним, набросился на Егора, стал бить его крыльями. Андрей пытался прогнать птицу, но ворон поднимался и опять летел к ним и пытался ущипнуть Егора. Уже все стали гонять птицу, и ворон поднялся вверх и стал кружить вверху и каркать. Сестры забрали Егора, так как ворон его сильно поцарапал. Андрей остался у мангала один и стал думать, что происходит, почему эта птица так себя ведет. И тут его словно обожгло огнем. Он вспомнил, что тогда бросилось ему в глаза, но во всей этой суматохе он не придал этому значения. На столе стоял бокал с чаем. Это был бокал, из которого пил только Егор. Марина сама купила этот бокал с надписью «Егорка» специально для брата. А на тарелке лежало печенье, которое ел только Егор. Андрею стало нехорошо, господи, но как за что? Нет, это какой-то бред. Из дома вышел Егор, местами измазан зеленкой, и подошел к мангалу. Андрей в упор смотрел на брата. «Зачем ты это сделал? За что? Скажи. За что ты убил Марину? Что она тебе сделала?» Егор от неожиданности опешил. «Как ты узнал?» «Это неправда. Я не хотел. Все получилось случайно». «Кто тебе все рассказал?» «Мне рассказала Марина, вернее, ворон». «Скажи, за что?» «Я любил Марину давно, еще до вашей свадьбы, но она никогда не замечала меня. Всегда был только ты. Я приехал в гости, а она вся такая красивая. Я пил чай и не сводил с нее глаз. Мне захотелось ее обнять. Я подошел к ней и попытался обнять ее со спины. Она резко повернулась, в ее руке был нож. Она начала кричать: «Не смей меня трогать». Я попытался с ней справиться и каким-то образом, перехватив нож, ударил ее. Даже сам этого не понял сразу. Собрал все вещи и исчез. 3 года она приходит ко мне во сне. Может, и хорошо, что ты все узнал. Через месяц Андрей сидел у могилы жены, рассказывая ей обо всем, что произошло, что состоялся суд и вынесли приговор, что Егор сам во всем признался. «Да ты, наверное, дорогая, и сама все знаешь, твой друг все тебе рассказал». В этот момент на памятник уселся ворон. «Ну вот и ты. Как поживаешь? Спасибо тебе за помощь. Хорошо, что у Марины есть такой друг». Вдруг ворон, взмахнув крыльями, взмыл ввысь. Сделав несколько кругов, исчез из вида. «Прощай. Я знаю, ты больше не прилетишь. Я опять остался один». Повернув голову, Андрей увидел, что за спиной стоит его мама. «Сынок, ты не один. У тебя есть я и папа. Вместе мы справимся. Переезжай к нам на дачу». Обняв сына, она сказала: «Все будет хорошо, а Марина всегда будет в твоем сердце. Но надо жить. Я не думаю, что твоей жене понравилось бы, как ты страдаешь и отказываешься от жизни». Вдруг где-то из-за кустов они услышали, как громко каркает ворон. Андрей улыбнулся и сказал: «Хорошо, мама, я перееду к вам.
Теперь точно все будет хорошо. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.